Привет большой всем! Сейчас карантин. В России количество заболевших потихоньку растет. Сейчас, по-моему, около 16 тысяч заболевших, если я не ошибаюсь. Или это только в Москве 16 тысяч? Ладно, я не уверен. Но в любом случае, за последние сутки у нас плюс 3000 с чем-то заболевших. Я сижу на карантине, вот, но в чем плюс жить вне города? В чем плюс жить ближе к природе? А плюс в том, что ты можешь все-таки выходить на улицу, соблюдая нужную дистанцию. Да, вот я сейчас вышел погулять вот в это красивое место. Здесь болото. Я думаю, что вот здесь раньше было озеро, а потом озеро заросло разной травой, деревьями, и теперь это болото. Вот можете посмотреть. Сюда лучше не ступать. Вот здесь очень мокро. О. Это болото. Я гуляю и при этом не нарушаю социальную дистанцию. Это очень классно, потому что, честно говоря, вот сидеть дома во время карантина может нанести ущерб здоровью больше, чем сам вирус, потому что ты не двигаешься. А если ты не двигаешься, то, конечно, твое здоровье будет ухудшаться. Да, все время сидеть на одном месте, вот этом месте, это нехорошо. Вот, поэтому я периодически гуляю. И я нашел, вернее, снова открыл для себя аудиокниги. Я сейчас слушаю аудиокнигу. Это очень классная аудиокнига. Это книга «Герой нашего времени». Наверняка вы о ней слышали. Я тоже о ней слышал. Мы читали ее в школе. Но, когда я начал слушать снова эту книгу, я с ужасом понял, или я с ужасом осознал, что, оказывается, я никогда не читал эту книгу, представляете? Я думал, что я ее читал, но, оказывается, в школе я этого не делал. Так, сейчас смотрите, какая здесь грязь. Вот, очень грязно, поэтому сейчас я буду здесь как-то аккуратно проходить. Оп, ура! Я прошел эту грязь, сейчас иду дальше. Я осознал, что я не читал эту книгу. И сейчас я ее читаю, слушаю, и мне безумно нравится. Потрясающая книга. У меня даже возникла идея прочитать ее в бук-клабе, разделить эту книгу на главы. 1 глава, 2 глава, 3 глава. И прочитать, пересказать сюжет этой книги вам и показывать картинки. Потому что к этой книге есть много картинок. Не картинки, а иллюстрации. Да, иллюстрации или картины, которые писали художники. Да. Очень многих художников вдохновлял этот роман «Герой нашего времени». Поэтому... Оба-на. Бревно. Бревно на дороге. Что надо делать? Надо это бревно перешагнуть. Да, я шагаю, и сейчас я перешагиваю. Оп, это бревно. Я перешагнул бревно. Да, немножко глаголов вам. Вот, я подумал, что классно было бы эту книгу прочитать и показать вам иллюстрации. Так, куда идти? Куда мы пойдем, друзья? Туда или туда? Пойдемте туда, там озеро. Может быть, я успею показать вам озеро. Я, кстати, уже снимал здесь видео. Можете посмотреть, я оставлю ссылку. Еще одно бревно. Я не знаю, зачем люди положили эти бревна. Может быть, для того, чтобы здесь люди не ездили на мотоциклах или на велосипедах. Я не знаю, но я снова перешагиваю это бревно.
и иду дальше. Вот, очень красиво. Сегодня очень мало облаков, небо чистое и погода очень хорошая, хотя температура низкая. Сегодня плюс 4 градуса или плюс 5 по Цельсию. Вот, я вижу озеро. Вот там озеро. Сейчас мы пойдем посмотрим немножко на озеро. Кстати, смотрите, здесь опять я вижу вот видите, дорога идет, да, и опять лежат бревна. И вот там дальше тоже лежат бревна. Видимо, это сделано, чтобы, я думаю, чтобы мотоциклисты не ездили, потому что вот вы можете посмотреть, здесь следы мотоцикла, кроссового мотоцикла. Я думаю, что здесь действительно часто очень ездят кроссовые мотоциклы, потому что, ну, здесь прикольно, видите, здесь есть такие холмы, то есть здесь очень интересный ландшафт, да, интересный ландшафт, он такой холмистый ландшафт, есть холмы здесь, вот, поэтому это место очень любят мотоциклисты, но это место, это озеро, это заповедник. И в заповеднике есть свои ограничения. Здесь нельзя, например, разводить костры. И здесь нельзя ездить на автотранспорте, на автомобиле и на мотоцикле тоже. Но многие люди это делают. И, честно признаюсь, я это тоже когда-то давно делал, потому что здесь очень красиво. Но в последнее время я понял, что нет, надо уважать природу, нельзя ездить по заповеднику на мотоцикле. Поэтому я стараюсь ездить в других местах, ну вот, а здесь я просто гуляю. Зачем нарушать тишину природы и красоту природы ревом мотоцикла? Да, это рев. Мотоцикл ревет. Ревет как, не знаю, как медведь. Ну, давайте посмотрим на озеро. Я обещал показать вам озеро. Вот. Вообще потрясающе, конечно, сидеть на карантине в таких красивых местах. Вот. Как видите, здесь вообще нет людей. Вот это озеро. Очень красиво. Сосны на том берегу. Сосны, облака, голубое небо. Очень красиво. Очень красиво. Вот, поэтому я думаю, что эти бревна лежат, чтобы мешать мотоциклистам ездить. Хотя я думаю, что мотоциклистам, которые ездят на кроссовых мотоциклах, им только прикольнее, если лежат бревна. Они могут перескакивать, да, переезжать через эти бревна. И для них это такая забава, да, то есть им прикольно перескакивать или переезжать эти бревна. Вот, друзья, на самом деле не так много, что сейчас происходит в моей жизни, поэтому у меня нет большого количества событий, о которых я мог бы вам рассказать. Сегодня я закончил, у меня утром был класс китайского языка онлайн, я закончил класс, а вчера вечером я решил посмотреть видео Стива Кауфмана и послушать его советы, как изучать китайский язык. У меня есть какое-то представление, но мне всегда хочется послушать еще раз, как-то вдохновиться, получить новую информацию. И Стив Кауфман, конечно, это человек, который всегда вдохновляет, который всегда дает хорошие советы. У меня было видеоинтервью со Стивом, можете тоже послушать. Правда, там нет русских субтитров. И опять я послушал Стива, и я опять понял, насколько вот большинство наших онлайн-школ, вернее, даже вообще языковых школ, насколько они ужасно проводят занятия, насколько неэффективно. Вот даже моя школа, я понимаю, что у меня очень хороший преподаватель, но сама система, сама методика... Так, как мне здесь пройти? Опять грязь и бревна. Ладно, сейчас буду пытаться пройти здесь. Вот, что сама методика, сам подход, он ужасен.
Потому что очень-очень-очень это неэффективно, блин. И, честно говоря, я думаю о том, чтобы прекратить мои занятия и начать брать частные онлайн уроки для моего говорения, чтобы больше говорить на языке. Вот, потому что что мы делаем? Мы делаем на занятиях... О, кстати, не знаю, слышно вам или нет, но я слышу кроссовый мотоцикл. Да, кто-то катается на мотоцикле. Вот, мы делаем постоянно переводы, мы учим грамматику. Я не знаю, наверное, это какая-то часть русской культуры изучать языки с помощью только грамматики. Да, грамматика, перевод, грамматика, перевод, грамматика, перевод, грамматика, перевод. Блин, отстой. Ну реально, ну мне кажется, так нельзя. Так, я куда-то иду, и я не знаю, пройду вообще я здесь или не пройду. Так, ну давайте будем пробовать. Вот. Кстати, зацените, у меня такое прикольное пончо. Это Юля мне подарила на 23 февраля. Вот это пончо. Очень прикольное, очень удобное, очень красивое. Так, ладно, я чувствую, что я не пойду дальше, потому что я могу намочить ноги, а я не хочу этого делать. Я хочу еще погулять. Вот, друзья, поэтому, в общем и целом, слушайте Стива Кауфмана, слушайте, что он говорит, потому что его советы очень помогли мне с английским, и я уверен, что помогут мне с китайским. Мой китайский, конечно, становится лучше, но не так быстро, как я этого бы хотел. Поэтому я хочу более эффективно, всегда ищу какие-то более эффективные методы, более эффективные материалы. Ну и в конце, по традиции, я задам вам несколько вопросов, окей? Итак, Макс сидит дома или Макс иногда выходит погулять? Макс иногда выходит погулять. Макс выходит погулять в город или Макс выходит погулять в лес? Макс выходит погулять в лес, да. В этом лесу есть озеро или в этом лесу нет озера? В этом лесу есть озеро. В этом лесу есть болото. Да, в этом лесу есть болото. Это обычный лес или это заповедник? Это заповедник, правильно. В этом заповеднике ездят автомобили или в этом заповеднике ездят мотоциклы? В этом заповеднике ездят мотоциклы. Да, автомобили здесь не могут проехать. Это хорошо или это плохо? Конечно, это плохо, потому что это заповедник, да, это заповедная зона, это место, которое нельзя портить, да. А Макс сейчас ездит здесь на мотоцикле? Нет, Макс сейчас не ездит здесь на мотоцикле. А раньше? Да, к сожалению, раньше Макс здесь ездил на мотоцикле. Да. Что я увидел на дорогах? Я увидел на дорогах бревна или камни? Во. Мотоциклы. Да. Бревна, конечно. Я увидел на дороге или на дорогах. Я увидел бревна. Что Макс делает во время прогулки? Макс читает газеты или слушает аудиокниги? Макс слушает аудиокниги. Какую аудиокнигу Макс слушает? Помните название?
«Герой нашего времени». Макс слушает книгу «Герой нашего времени». Как вы думаете, кто автор этой книги? Пушкин или Лермонтов? Лермонтов, да. Михаил Юрьевич Лермонтов, автор этой книги. Все правильно. Ну что ж, друзья, спасибо. Спасибо, что попрактиковали немножко русский язык. До встречи в следующем ролике.